Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Среди рецептов пасхальных куличей морковный кулич отличается ярким золотистым цветом и приятным ароматом. Кроме того, тесто получается нежным и воздушным. А для рецепта мы возьмем морковь, муку, сахар, сливочное масло подтаявшее, соль, молоко, яйца. У меня сахар с корицей, можно просто корицу, ванилин или ванильный сахар. А также я возьму изюм и орехи. Можно использовать, допустим, цукаты. Такая глазурь. Для нее мы возьмем воду, сахар, лимон и желатин. Замачиваем изюм в горячей воде. Пока мы будем готовить тесто, он настоится, разбухнет. Орехи немного порубим. Нагреваем молоко до температуры где-то 36-37 градусов. Добавляем сюда 1 столовую ложку сахара и дрожжи. Я забыла их назвать, но без дрожжей никак не обойтись. У меня прессованные дрожжи, можно использовать и живые, свежие. И обязательно пару ложек муки. Хватит 1 ложки, я думаю. Немножко перемешаем и оставляем опару бродить где-то минут 15-20. Будем взбивать яйца с сахаром до пышной пены при помощи миксера. Натираем на мелкой терке морковь. Добавляем морковь, взбитые яйца, подтаявшее масло. Все перемешиваем. Добавляем в эту смесь немножко ванилина или ванильного сахара. Корицу. Чуть-чуть соли. И теперь можно добавлять сюда дрожжи, опару нашу. Перемешиваем. Теперь постепенно сюда будем просеивать и замешивать муку. В такое еще жидкое тесто добавляем изюм распаренный и орехи. Мне так удобнее перемешивать все, и хорошо распределяется изюм и орехи по тесту. И продолжаем дальше добавлять муку, просеивая ее через сито. Уже сейчас видно, какое тесто получается желтенькое. Все, накрываем крышкой и убираем тесто в теплое место, часа на 2 подниматься. Смотрим, как поднялось наше тесто. Замечательно. Теперь берем формы, у меня вот такие металлические. Вовнутрь мы простилаем пергаментную бумагу промасленную. Или вот такие вот корзиночки, они везде продаются, во всех магазинах сейчас. Так, берем по кусочку теста и закладываем в формочки. Заполняем наполовину или на 2/3. Оставляем в формочках еще на полчаса. Тесто поднялось почти в 2 раза, у меня ушло не 30 минут, а ровно час. Все, ставим выпекаться в разогретую до 160 градусов духовку. Через 50-60 минут проверяем куличи. Проверяем при помощи палочки деревянной. Протыкаем. Если палочка остается сухая, все, куличи готовы, оставляем их остывать. Делаем сахарную глазурь. Желатин высыпаем в миску. Добавляем немножко воды и оставляем распускаться его.
В отдельной миске высыпаем сахар. Добавляем оставшуюся воду. Включаем нагрев и доводим до кипения. Сахар закипел. Проверяем, чтобы он полностью растворился. Все, можно отключать. Забыла сказать, что у меня желатин быстрорастворимый, то есть он у меня не набухает. Читайте инструкцию на своем желатине. Он у меня должен просто раствориться в горячей воде. Поэтому я наливала сюда водичку горячую и вот его растворяю. Тонкой струйкой сироп льем в желатин и взбиваем миксером. На этом этапе добавляем лимонный сок. Где-то чайную ложку. И продолжаем дальше взбивать. Когда миксером становится тяжело вымешивать глазурь, останавливаемся, и она уже готова. Вот она получается вот такая вот тягучая. Все, наносим глазурь на куличи. Можно просто вот так вот окунать их, а можно при помощи лопаточки наносить. Украшаем шапочку куличей на свой вкус. У меня это присыпка и вот такие вот оригинальные топеры. Готовьте с удовольствием и светлой вам Пасхи!